Доброго здоров'ячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Сегодня исполнилось ровно 4 года с момента создания канала «Нудный Пенс», с чем я всех нас и поздравляю. Краткую аналитику за этот период показываю сейчас на экране. Поздравления принимаются в виде донатов и будут потом нещадно отправлены на ноль на нужды ЗСУ. А какие ж подарочки подготовил ко дню рождения Пенса наш соседец? Этот ролик посвятим Запоребрику. Сити и JP Morgan закрывают курс-счета для российских банков. Литва запретила въезд представителю Русской Православной Церкви патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России в рамках соблюдения режима санкций. Уже заморожена недвижимость 2 россиян в Жабляке и Будве. Страны Большой Семерки планируют запустить механизм ограничения цен на экспортируемую из России нефть к 5 декабря. Цель состоит в том, чтобы подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно, утверждают в G7. Ряд азиатских стран уже высказали заинтересованность в присоединении к механизму, так как это, внимание на формулировку, усилит их позиции на переговорах с Россией. Русские, вас скоро даже эта ваша Эритрея гонять будет. Запомните этот твит. В первом полугодии 2022 года США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ. 71% экспортируемого газа был отправлен в ЕС и Великобританию, 47% общего объема импорта СПГ Европой в первом полугодии приходится на США. Затем идут такие поставщики СПГ, как Катар 15%, Россия 14% и африканские страны 17%. Африка поставила в Европу больше газа? А что случилось? Кипр увидел возможности для своего газа на рынке Европы из-за конфликта ЕС с Россией. У южного побережья Кипра находится месторождение Афродита, правами на разработку которого владеют компании Chevron, Shell и израильская Newmont Energy. В 2023 году партнеры намерены пробурить еще одну скважину. Запасы Афродиты, по оценкам, составляют около 125 миллиардов кубометров еще недобытого газа. Евросоюз на фоне возможного сокращения импорта российского газа надеется нарастить поставки из... Кто бы мог подумать? Из Нигерии. Блок импортирует 14% от общего объема поставок СПГ из Нигерии, и существует возможность увеличить этот показатель более чем в 2 раза. 2 крупнейшие американские угледобывающие компании отчитались о рекордной за несколько лет выручке. Казахстан резко нарастил поставки угля в ЕС. В январе-мае 2022 года он поставил в Евросоюз 1,5 миллиона тонн угля, почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Напомню, Евросоюз решил отказаться от закупок российского угля. Согласно санкциям Союза, все контракты на его поставки должны быть завершены в августе, то есть в этом месяце. Франция начала расследование в отношении активов российских бизнесменов. Прокуратура изучит, при каких условиях российские бизнесмены смогли накопить значительные активы в сфере недвижимости во Франции. С конца февраля по середину июля Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов, физических и юридических лиц, попавших под санкции, на сумму 13,8 миллиардов евро. Большая часть этой суммы, 12,7 миллиардов евро, приходится на 6 государств всего. Германию, Ирландию и Францию, а также Австрию, Бельгию и Люксембург. Великобритания расширила санкционный список по России, включив в него еще 42 физических лица. Лондон ввел новые санкции против главы Минюста и российских губернаторов, в том числе в отношении глав Подмосковья и Ленинградской области. Под ограничения попали также племянники миллиардера Алишера Усманова. Минфин США расширил санкционный список. Санкции затронут общественную организацию «Креативная дипломатия», президентом которой является Наталья Бурлинова, а также антиглобалистское движение России, ООО «Ионов Трансконтинентал» и информационное агентство «Стоп Империализм», которым руководит Александр Ионов. По данным главы консульского отдела МИД Финляндии Юсси Танера, около половины заявлений на получение финских виз, подаваемых в посольство республики в Москве, отклоняются. В финском МИДе обсуждается вопрос об установке лимита на выдачу виз россиянам. Ранее крупнейшие политические партии Финляндии выступили с поддержкой инициативы о приостановке выдачи туристических виз гражданам России. США отказали в визе российскому киберспортсмену, нарисовавшему букву Z. Эстония запретила россиянам получать ВНЖ и учебные визы.
Латвия отменит упрощенный формат поездок для жителей приграничных регионов России. В России с начала года стали в 2 раза чаще красть автомобили. Какая неожиданность! Также выросло число краж зеркал, фар и запасных колес. А что случилось? Из-за ажиотажного роста цен продажи легковых авто с пробегом в РФ рухнули на 22%. Выпуск легковых авто упал в 2,6 раза в первом полугодии. Не могу не пожелать каждой россиянской семье по Ладе Калине. Можно по 2 или 3, или сколько там кормильцев было. Япония откажет Путину в участии в государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абе. Похороны запланированы на 27 сентября в Токио. Ранее Токио ввел несколько пакетов антироссийских санкций, ограничения коснулись и лично Путина. Россиян предупредили о подорожании практически всех продуктов. От баранины, говядины и курятины до молока и яиц. У российских кондитеров закончились красители и эмульгаторы. Из-за маркировки подорожает красная икра. Ягодный союз предупреждает, что в отрасли в нынешнем году будет снижение урожая на 30, а то и на 50%. А чем меньше на прилавке продукции, тем выше цена. Картофель дорожает в 5 раз на пути до прилавка. Кроме того, власти предупредили россиян о росте тарифов ЖКХ. И если вы думали, что на заставке ролика был показан мем ради кликбейтности, то нет. Россиян официально будут кормить продуктами с пищевой добавкой из сверчков. Как сообщается в россиянской прессе, она содержит много белка, почти не имеет вкуса и может стать перспективным решением для импортозамещения. Так и хочется выкрикнуть: «Сверчки! Бегите! Бегите, сверчки!» Даже Тетрапак продал российский бизнес. Производитель специй Камис уходит из РФ. Крупнейший производитель лифтов и эскалаторов Отис продал российское производство. Volkswagen продает завод в Калуге. Не исключено, что на торги выставят и все остальные производственные площадки на России. Kraft Heinz решил избавиться от российского бизнеса по выпуску детского питания. DHL прекратит доставку грузов и документов по России. РФ продолжает падать в демографическую пропасть, регистрируя абсолютные рекорды сокращения численности постоянного населения. За январь-май 2022 года постоянных жителей стало меньше на 430 тысяч человек, а общая численность населения опустилась до 145 миллионов 100 тысяч. Минимума с момента аннексии Крыма. Об этом, как ни странно, отчитался в ежемесячном докладе сам Росстат. Средняя скорость, с которой сокращается население РФ, достигла 86 тысяч в месяц, чего не было ни разу за современную историю страны. Массовая гибель пчел зафиксирована в 14 регионах России. С наиболее серьезными проблемами столкнулся Алтай. А, как известно, нет пчел, нет меда, нет медовухи. Один боярышник остается. Как ни крутись. Запад может оставить российских аграриев без посадочного материала. Например, по посадочному материалу сахарной свеклы российский АПК зависит от импортных поставок на 97%, по подсолнечнику на 77%, по кукурузе и рапсу, соответственно, на 50% и 40%. Китайская компания Huawei к концу июня уволила более половины внештатных сотрудников на России, которые работали по договору. Также компания прекратила наем новых сотрудников в РФ. Сейчас штатный персонал находится в отпуске, однако ожидалось, что он продлится не более месяца. При этом Huawei не возобновляет поставки товаров в Россию. Ленфильм не смог выполнить поручения властей и перейти на отечественное оборудование для кинопроизводства. Оно попросту отсутствует. Производители кино и сериалов тем временем жалуются на проблемы с поставками импортной техники. Сервис визуализации данных Flourish 2 августа запретит доступ из России. В российских регионах из продажи исчезли смартфоны Samsung. Международная федерация настольного тенниса отстранила национальные сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира. Россию могут не допустить к участию в конкурсе «Мисс Вселенная» даже. Красота — страшная сила. Она умеет не только созидать, но и наоборот. С чем мы россиянцев и поздравляем. Правильным курсом идете, товарищи. Спасибо за поздравления ко дню рождения канала «Нудный Пенс». Туда вам и дорога.
Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.